Помимо вторжения ВСУ в Курскую область, есть новость, которая идет фоном. Замедление, а где-то и частичная блокировка Ютуба. Эти события кажутся не особо связанными, но на самом деле за ними стоит общая логика. Войну эту воюет и YouTube блокирует одно и то же государство. В том и другом случае оно показывает пределы своей эффективности. Показывает, что оно делать может, что у него хорошо получается, а что не получается совсем. Перед тем, как начнем ролик, небольшое объявление. Если у вас возникают проблемы с работой YouTube, в описании вы найдете две проверенных и безопасных ссылки, два решения, для Windows и для Mac. Это не VPN, а метод перенастройки системы, который поможет обходить блокировки. Мы протестировали эти способы, и они действительно работают. Инструкции могут показаться немного сложными, но на самом деле процесс займет около 5 минут, после чего все должно заработать без проблем. Сделайте это, если у вас проблемы с скоростью YouTube, а мы начинаем. Большая война всегда затея с непредсказуемым результатом, а заодно комплексный тест для всего государства целиком. Ведь проблемы, копившиеся десятилетиями, вдруг всплывают разом, и оказывается, что армия на параде и армия в окопе – это две разные армии, между ними нет почти ничего общего. Военная победа во многом результат стечения обстоятельств. Тут твой профессионализм, везение, ресурсы, ошибки противника, даже порой погодные условия – все должно сложиться в твою пользу. И что угодно может пойти не так. Мы знаем, что у российского начальства все пошло не так с первой минуты. Представление об украинском обществе, которое с цветами будет встречать оккупантов, оказалось фантазией. Выяснилось, что армия разворована, недоукомплектована и неуправляема. Наступление сразу с 3 направлений распылило силы и нигде не достигло поставленных целей. Даже время было подобрано как нарочно ужасное, под начало весны и распутицу. Российская армия глубоко увязла в локальных боях, а осенью, не имея достаточных резервов для удержания территорий, была вынуждена бежать из Харьковской области, за часы теряя больше, чем удавалось захватить за недели. Захват соседнего государства – это комплексная задача. И российское государство комплексно ее провалило. С точки зрения оценки противника, с точки зрения военной, армия была не готова. С точки зрения экономической, промышленность не могла снабжать фронт в достаточном масштабе. С точки зрения политической, никакой внятной идеологии под эту войну не соорудили, а с мобилизацией тянули до тех пор, пока совсем не припекло. Выиграть войну российское государство не может, но может ее вести. Потому что задача продолжать войну совершенно однозначная и решается простым наращиванием ресурсов. На любой вопрос есть бухгалтерский ответ. Недостаточно людей на фронте? Давайте будем платить большие деньги за подписание контракта. Все равно недостаточно. Значит, станем платить в 2, в 3, в 10 раз больше, до тех пор, пока не станет достаточно. Мало снарядов, дронов и ракет? Давайте разместим больше заказов, купим больше станков, наймем больше работников. Все равно недостаточно. Тогда возьмем еще больше денег и скупим вооружение у всех, кто пока готов с нами торговать, от Ирана до Северной Кореи. 2,5 года на 7 бед у российского государства был один ответ. Какая бы дыра, какой бы дефицит ни возникал, его тут же заваливали наличными с горочкой. Но получалось точно так же, как с попыткой создать аналог YouTube. Заливание проблем деньгами ни на дюйм не приближало к решению той задачи, которая изначально ставилась. Доплатите хоть по 3, хоть по 10 миллионов за подписание контракта. От этого вы к завоеванию Украины, к захвату Киева, Одессы, Харькова ближе не станете. Этот поезд давно ушел. Если у вас и был шанс, то вы его успешно профукали. И слава богу. Чтобы вести нынешнюю войну на территории Украины, не нужно ни ума, ни таланта, ни эффективности, ни удачи, ни грамотного планирования, ни даже успешной пропаганды. Очень сложно объяснить людям, зачем им нужно воевать на чужой земле. Сложно построить такую идеологию, чтобы люди сами вставали под ружье. Но в вашем случае сегодня просто тратится больше денег, чем вчера, а завтра еще вдвое больше. Пока деньги есть, такая система худо-бедно, но работает. Со стороны это выглядит даже эффективно. Ровно до момента, который случился сейчас. До момента, как оказалось, что пока наступали по десятку больших и малых фронтов, забросили огромный участок собственной границы, и противник легко и непринужденно захватил кусок твоей территории. Почему так? Потому что защита границ не тот случай, когда неэффективность и некомпетентность можно просто залить деньгами.
Тут нужна настоящая эффективность. Тут нужен генеральный штаб, который думает головой и реально оценивает ситуацию, а не стремится любой ценой, не считаясь жертвами и ресурсами, захватить еще пару километров чужой земли, чтобы отчитаться начальству о новом топониме. Нужно армейское руководство, которое умеет принимать решения, исходя из военной логики, а не ходит на полусогнутых перед начальством. Это показатель качества государства. Такое нельзя создать по закону или указу, нельзя купить. Тут нужна система, которая поощряет самостоятельность и эффективность. Система, в которой люди из лейтенантов дорастают до генералов армии не за способность угождать начальству, а за свои лидерские и организационные качества. Чтобы ваш генералитет не остался с голым задом в идиотских попытках принести начальству на блюдечке очередной хутор, вам нужна не просто другая армия, вам нужен другой политический режим. Режим, в котором армия – политический актор, и с ним приходится считаться. В таком режиме сложно гробить армию во имя целей, которые никто и не в состоянии даже сформулировать. Но наш политический режим такую армию не только не может создать, он ее не может себе позволить. Генералы должны бегать перед начальством, едва дыша, и до ужаса бояться ФСБ. Вот сейчас генералов пачками отправляют в кутузку, и ведь никто из оставшихся не говорит ни слова против. Весь генералитет запуган до икоты, а армия своих генералов искренне ненавидит. Ну какая ж тут охрана границ? Длина свободной от активных боевых действий границы между Украиной и Россией в Белгородской, Курской и Брянской областях порядка 700 километров. Чтобы адекватно защищать такую протяженность потенциального фронта, нужны полноценные эшелонированные укрепления. Нужны десятки, если не сотни тысяч солдат. И всех их нужно снабжать, кормить, обеспечивать им маршруты подвоза и эвакуации. Как долго генерал армии Герасимов задержится на своей должности, а не поедет в соседнюю камеру с десятком других генералов, если перестанет приносить Путину то, что тот хочет, победы и продвижения любой ценой, а отправит добрую четверть действующей армии сторожить 700 километров границы, на которой ничего не происходит? Как скоро за военным начальством придет ФСБ, если начальство это начнет руководствоваться не хотелками Путина, а военной логикой? Как долго Путин будет терпеть ситуацию, когда танки не едут под часов яр, чтобы показывать всему миру, какой он крутой и отбитый, а стоять в глубоком тылу, ожидая неизвестно чего? Долгие годы тщательным отбором Путин создавал себе генералитет, который о таких вещах даже задумываться не будет. У путинских генералов в принципе нет никакой самостоятельности. Их работа – изо всех сил потакать всем желаниям главного начальника. Ведь заботятся они не о том, чтобы воевать более или менее эффективно, не о жизнях солдат, не о каких-то военных задачах. У них другая дилемма – жить во дворце или сидеть в СИЗО. Теперь про YouTube. Вспомним диспозицию прошлого года на войне. Российское государство хотело захватить Киев и получить контроль над всей Украиной. Сегодня же оно с трудом отбивается на своей территории и ведет обреченные наступления по сельским районам Восточной Украины. С точки зрения контроля над интернетом было так. Предполагалось создать наш аналог Ютуба, превратить ВК в главный развлекательный портал, а когда YouTube станет никому не нужен, быстренько его прибить. Что из этой идеи вышло, мы тоже видим прямо сейчас. Создание социального сервиса, видеохостинга, блог-платформы, мессенджера – одна из самых сложных задач в IT. И дело не в технической стороне вопроса. Клонировать YouTube примерно за один рабочий день может любой, кто обладает начальными знаниями в веб-программировании и настройке серверов. Для этого есть готовые решения, в том числе и бесплатные. Но социальный сервис – это история не про скрипты, которые крутятся на сервере и в браузере пользователя, и не про дизайн и функционал. Такой сервис – это социальный феномен, где все определяют пользователи. Пользователи, которые приходят на какие-то платформы и начинают бесплатно в них работать, создавать контент, комментировать, продавать и покупать, ставить лайки, приглашать друзей, знакомиться. Или не приходят, и тогда сервис тихо загибается. Так в моменте складываются обстоятельства, что в какие-то соцсервисы, идентичные по функционалу десяткам конкурентов, вдруг приходят люди и начинают втягивать туда других людей, создают пространство общения, где все должны находиться. А в другие не приходят. Почему так происходит? Почему YouTube взлетает, а Google Video нафиг никому не нужно? И Google приходится покупать сторонний продукт? Ответа на этот вопрос не существует. А если кто его разгадает, то заработает все деньги мира.
За единичными исключениями технологические корпорации всякий раз проваливали свои попытки соорудить социальные сервисы. Несмотря на многомиллионные инвестиции и бронебойный маркетинг, российские Яндекс и Mail.ru в свое время проиграли Павлу Дурову, а Google и Yahoo – Цукербергу. И это при том, что ВКонтакте и Facebook в своем изначальном виде были любительскими скриптами. Люди, написавшие их на коленке, и близко не думали, что делают что-то великое. Они даже не имели квалификации для разработки сервисов такого масштаба. Я это веду к тому, что при живом Ютубе, в котором давно сложилась огромная русскоязычная среда, создание его российского конкурента – это задача на грани выполнимости. В одном шаге от фантастики. Российское государство вбухало миллиарды в импортозамещение вражеского видеохостинга, купило Артемия Лебедева и комиков с ТНТ, приютило всех забаненных Ютубом селебрити, потратило прорву денег на все виды рекламы. Но к тому, чтобы сделать ВК-видео нужным хоть кому-то, за несколько лет не стало ближе ни на дюйм. Потому что государственный подход «давите массой, потратите миллиард там, где не получилось с миллионом» в этом случае он не работает. Зато государственный подход работает в другом. В том, чтобы людям нагадить. Затруднить доступ к Ютубу технически несложно. Достаточно одного письма от Роскомнадзора всем операторам. У операторов нет опции ослушаться регулятора. Они замедляют или блокируют трафик, и сразу же достигается результат. Жизнь десятков миллионов людей становится хуже. Все. Больше ребенку не покажешь фиксиков. Не работает. Чтобы появились сервисы, сравнимые с Ютубом, нужно государство со свободой предпринимательства, защитой прав собственности, политической конкуренции и адекватным законодательством. Государство, где талантливые люди могут себя реализовывать, а люди с капиталом могут свои деньги безопасно вкладывать. Но чтобы сверхпопулярный YouTube заблокировать, достаточно самых простых авторитарных методов – государственного насилия и принуждения. Чтобы давить на фронте, не считаясь с потерями, вам не нужна эффективная армия. Совсем наоборот. Вам нужна армия послушная. Послушной армией вы будете давить до тех пор, пока у вас физически не кончатся ресурсы, которыми вы разбрасываетесь без счета и без меры. А ресурсов много, Россия все-таки. Но послушная армия войну для вас не выиграет. Послушная и запуганная армия будет выполнять ваши хотелки, смотреть вам в рот и угадывать желания. Она возьмет Авдеевку, но для решения комплексных задач, победы в войне или хотя бы защиты собственных границ, такая армия не годится. Эффективно ли российское государство? Смотря в чем. Если эффективностью считать способность потратить что угодно, не считаясь с законом, правами, расходами, с любыми ограничениями, то да, чрезвычайно эффективно. Никто не выйдет протестовать по поводу катастрофических жертв на фронте. Никто не будет протестовать по поводу блокировки Ютуба. Ни одна партия в парламенте не заблокирует новый гигантский бюджет на войну. Никто не спросит, куда ушли миллиарды, выделенные на импортозамещение и создание отечественных аналогов. Никто из тех, кто может задавать вопросы и требовать ответов, не спросит, а во имя чего все это? Что мы делаем уже 2,5 года? Во имя чего мы убиваем людей? Во имя чего рубим топором российский интернет? Во имя чего тратим гигантские деньги и гробим экономику страны? Аппарат насилия и принуждения достаточно эффективен, чтобы можно было принять какое угодно решение и не нести за него никакой ответственности. Чтобы можно было убивать людей без счета и покупать новых убийц за любые деньги. Чтобы можно было лишать граждан права на доступ к информации и не бояться, что кто-то выйдет с протестом, ведь там уже Росгвардия стоит. Но как только такой системе нужно решить задачу, которая не сводится к раздаче несчитанного бабла одним и распихиванию по тюрьмам других, тут-то эта мнимая эффективность оборачивается против самой системы. Оказывается, что сервильные генералы, привыкшие угождать начальству, не то что войну не могут выиграть, они даже свои границы не могут удержать. Вы сознательно выращивали таких генералов, чтобы сохранять власть, но они не могут только то, для чего их выращивали. Угождать, говорить приятные вещи, гнать солдат вперед, не считаясь с потерями, потому что вам это нравится. Оказывается, что любой, кто дорвался до государственного финансирования, новый YouTube делать и не собирался, а стремился как можно быстрее набить карман под песню об импортозамещении и сбежать, пока в гости не пришел спецназ ФСБ. Потому что построенная вами система не предполагает других сценариев. Потому что строить в ней технологический бизнес в надежде на долгосрочный успех и чтобы результат твоих трудов не отобрали прокуроры или родственники Кадырова – это верх наивности. Эффективен ли наш режим?
В задачах, которые решаются грубой силой и деньгами, можно сказать, что эффективен. Хотя вот вы меня пока смотрите из России, YouTube пока работает. В любой задаче, которая предполагает инициативу и созидание, а не растрату и разрушение, совсем неэффективен. То, что хорошо работает для разрушения, оказывается совершенно непригодным для созидания. И всякий раз, в каждой сфере государственной активности мы видим подтверждение этой нехитрой истине. До завтра.